Нет, мам, я этого делать не буду. Мы уже все по 100 раз обсудили. Извини, но это уже не мои проблемы. Я не знаю, как ты будешь выкручиваться. Это ваши проблемы, мам. Ваня взрослый мальчик. Лиля отключилась. Вздохнув, девушка присела на лавочку у подъезда. Как же тяжело ей отстаивать свои границы в отношениях с матерью. Как же сложно говорить той «нет». А ведь сама Любовь Витальевна отказывать дочери и руководить нею умела очень хорошо. Да и никаких личностных границ женщина никогда не замечала. Лиля плохо помнила своего родного отца. Родители развелись, когда ей было года 3. Зато девушка хорошо помнила крики и скандалы, которые постоянно возникали в доме, где они жили. Как Лиля выяснила позже, поженились Люба и Валера сразу после того, как парень окончил железнодорожный техникум. Мать в то время еще училась. Спустя полгода родилась Лиля. Жила семья в одной квартире с родителями молодого мужа. Матери Валеры молодая жена сразу не понравилась. Она все пыталась переделать ее на свой лад, научить уму-разуму, как она говорила. Это уже не нравилось Любе. Ссоры и выяснения отношений стали в их семье нормой. Свекровь ссорилась с невесткой, та жаловалась мужу, он выяснял отношения с матерью, вмешивался его отец. Замкнутый круг. Естественно, между собой молодые супруги тоже из-за этого не ладили. Рождение Лили только усугубило нездоровую ситуацию в семье. В конце концов, Люба, забрав дочь, ушла от мужа. Она надеялась, что это заставит мужчину сделать правильный выбор. Она хотела жить своей семьей, просила мужа арендовать квартиру. Мужчина же от родителей уходить не хотел, ему так было удобнее. Выбор он, конечно, сделал. Валерий, подав на развод, уехал на север. Он выбрал свободу. Люба же была вынуждена жить уже со своими родителями. Молодая женщина заняла свою прежнюю комнату, в которой поставили кроватку для Лили. Родители не слишком обрадовались их возвращению, особенно отец. Он был главой семьи и считал, что его слово– закон для всех. Мечтая быстрее убежать от его тирании, Люба и выскочила замуж за первого встречного. Также мужчина был уверен, что в любых семейных конфликтах виновата женщина. «Ты так, Любка, никогда замуж не выйдешь. Кому ты нужна теперь с прицепом?» Возмущался он. «Разведенка. Нужно было тихонько сидеть дома у мужа, да помалкивать. Устроила в чужом доме балаган. Думаешь, я не знаю? Сватья постоянно жаловалась, что тебе слова сказать нельзя, волком смотришь. Плохо, значит, мы тебя воспитали. Пароли мало». «Да уж достаточно пароли, не прибедняйся», — покачала головой Лиля. «А сидеть и помалкивать, пока об меня ноги вытирают, я не буду. Я тоже человек». «Конечно, ты же деловая, только забыла народную мудрость. Курица не птица, баба не человек», — ухмылялся мужчина. «Кому ты теперь нужна, спрашиваю? Ни кола, ни двора, зато девку родила. Чужие дети мужикам не нужны. Своих вон и то бросают». «Спасибо, папочка, поддержал. Хотя другого я от тебя и не ожидала. Как только мать тебя столько лет выдерживает». Горько вздыхала Люба и убегала в свою комнату. Она прекрасно знала своего отца и понимала, что так и будет. Единственный выход этого избежать– уйти из дома. Но Любе некуда было уходить. Она решила это исправить. Со вторым мужем Любовь познакомилась на работе. Он был дальнобойщиком и по дороге нередко заезжал в магазин, в котором она работала, вернувшись к родителям. Познакомились, слово за слово. Уже спустя несколько месяцев Люба переехала в соседний поселок. Дочь взять с собой она почему-то забыла. Пятилетняя Лиля очень скучала по матери. Она не понимала, что произошло и куда пропала ее любимая мамочка. Бабушка особо не откровенничала с ней, да и любви особо не проявляла. Она просто не умела ее показывать. Да, Лиля была накормлена, одета и обута. На этом все.
Ничего лишнего. Прожив всю жизнь с мужем-тираном, женщина и сама огрубела душой. Дед же на малышке, казалось, отыгрывался за то, что не смог достойно воспитать дочь. «Ты никому не нужна», — говорил он. «Даже мать бросила тебя из-за мужика. Любке лишь бы хвостом крутить, а ты для нее обуза». «Неправда. Мамочка меня любит. Она хорошая», — пыталась защитить мать девочка. «Она обязательно заберет меня». «Ага, так любит, что бросила. Бежала от тебя так, что пятки сверкали», — ухмылялся дед. Ему было совершенно не жалко маленькую одинокую пятилетнюю девочку. Бабушка никогда в эти разговоры не вмешивалась. Она считала, что мужчина всегда прав, и жена не должна перечить мужу. Дед хорошо ее воспитал. Лиля ненавидела деда. Он ей казался старым, склочным и злым. Таким, в принципе, он и был. Девочка скучала по матери, плакала по ночам и надеялась, что та заберет ее когда-нибудь. Как оказалось, мечтать опасно. Мечты могут однажды стать реальностью. Бабушка, человек тихий и богобоязненный, все-таки любила внучку по-своему. Она видела, как обижает ее дед и как девочка тоскует по матери. Позвонив Любе, она выдвинула той ультиматум. То ли любовь забирает дочь, то ли она сама привезет ей девочку. «Ты же мать!» — возмущалась бабушка. «Неужели тебе совершенно не жаль собственного ребенка? У меня сердце кровью обливается, когда я вижу ее слезы». Спустя несколько дней мать приехала за Лилей. «Собирайся», — сказала она устало, увернувшись от восторженных объятий дочери. «Мы уезжаем. Давай только побыстрее». Так Лиля переехала в новый свой дом. Дом, который она возненавидела всем сердцем. Уже позже девочка узнает от Игоря Станиславовича о том, что мать буквально на коленях умоляла его принять ее дочь. Мужчина упоминал это при каждой ссоре, считая себя благодетелем, ведь он позволил Любе забрать своего ребенка. Он не хотел видеть в своем доме чужую девочку. Лиля прекрасно это понимала. Скрывать свое отношение к ней отчим не считал нужным. Мать жила с Игорем в большом просторном доме с хорошим ремонтом. Поэтому первое, что услышала от отчима Лиля: «Не смей здесь ничего трогать. Вдруг испортишь что, получишь. У тебя есть своя комната, в ней и сиди». Девочка поежилась, она не ожидала такого приема. Мать на это ничего не сказала. Женщина не защищала свою дочь. Она предпочла прислушаться к словам своего отца. Игорь теперь был ее личным богом. «Что ты тут ищешь? Я тебе сказал, сиди в своей комнате. Не показывайся мне на глаза, когда я дома!» — кричал мужчина, увидев Лилю на кухне у холодильника. «Но я хотела что-нибудь съесть», — прошептала Лиля. «Я голодная». Мать была беременной, и ее мучил токсикоз, поэтому ей было не до дочери. Иногда Лиля оставалась голодной целыми днями. «Тебя мать позовет ужинать», — зло говорил мужчина. «Марш в свою комнату, нечего здесь ошиваться». Спасало Лилю то, что отчим часто уезжал, а матери было не до нее. Она ходила и лелеяла свою новую беременность. В такие дни девочка просыпалась, ела то, что находила в холодильнике, и, предупредив мать, уходила на улицу. Люба в это время еще нежилась в постели. В первый класс Лиля пошла в школу, которая находилась по соседству. Мать отвела ее туда всего один раз. «Мне некогда водиться с тобой», — сказала она. «Ванечка совсем маленький, мне не до тебя». Лиля сама ходила в школу, после занятий оставалась на продленку, а обратно возвращалась с учительницей. Та шла на автобусную остановку и по дороге заводила девочку домой. Нина Петровна Лилю жалела. Она видела, что ребенок, по сути, никому не нужен. «Лиля, посиди возле Ванечки, пока он спит». Любовь Витальевна вывозила коляску во двор. «Я в магазин схожу. Будет плакать — покачаешь». Полуторагодовалый мальчик спал в коляске.
а худенькая первоклассница покачивала ее, читая «Алису в стране чудес». Девочка часто представляла себя на месте сказочных героинь, мечтая оказаться в другой, волшебной стране, там, где живут добрые люди и волшебники, и где нет Игоря Станиславовича. Именно так Лиля должна была называть отчима. «Я тебе никакой не дядя!» — кричал мужчина. «Учись правильно обращаться к взрослым!» Лиля, конечно же, училась. Девочка была сыта, одета и обута. Она ходила в школу и даже хорошо училась, хотя ее мать к этому отношения никакого не имела. Нина Петровна занималась с девочкой, жалея ее. Тем более, что Лиля была старательной и усердной ученицей. Любовь Витальевна считала себя идеальной матерью. Она все делала для своих детей, вернее, для сына. У Лили и так было все, что ей нужно. Так считала Любовь Витальевна. А еще она была уверена, что Лиля должна быть ей благодарна за то, что живет с ними в этом доме и пользуется всеми благами. То, что старшая дочь стала нянькой для ее младшего сына, Любовь Витальевна не замечала. Лиля с ним гуляла, играла, даже могла уложить его спать, если мать была занята. Девочка же свою мать просто любила, несмотря на то, что та ее чаще всего просто не замечала. Лиля мечтала хоть на один день оказаться на месте Вани, своего младшего брата. Его родители любили безоговорочно. Ему не нужно было заслуживать похвалу, как сестре. Ваню тискали и целовали, его укладывали спать, ему пели колыбельные и читали сказки, ему покупали игрушки. Лиля, мать сказок, не читала никогда. Когда Любовь Витальевна жила с ее родным отцом, у нее не было времени. Когда они переехали к Любиным родителям, не было желания и сил. Когда мать забрала Лилю в дом Игоря, ни того, ни другого. Сказки Лиля читала сама себе. Девочка очень любила сказки и продолжала верить в чудеса. Лиля спала сама в отдельной маленькой комнатке на первом этаже. Здесь помещалась кровать, письменный стол и шкаф. У девочки совсем не было игрушек. Игорь Станиславович сказал, что она уже взрослая, и игрушки ей ни к чему. А Лиле так хотелось большую куклу-малыша, как у Ники из ее класса, или Барби, как у Арины. Лиля забрала от бабушки старых пупсов и большого розового зайца. Она прятала игрушки в шкафу и никогда не выносила их из своей комнаты, чтобы они не раздражали отчима. Бабушка подарила ей на день рождения куклу в длинном голубом платье. Этот подарок стал самым дорогим для девочки. Мать с отчимом ее не поздравили даже на словах. Казалось, что Любовь Витальевна просто забыла, что у ее дочери день рождения. Тогда в 6, а потом в 7 лет Лилю это очень обижало. Она ведь всегда поздравляла и мать, и отчима, рисовала им открытки, которые те потом просто выбрасывали в мусор. Отчим тут же, сказав дежурное спасибо, даже не посмотрев. Мать потом. Изначально она оставляла открытку где-нибудь на шкафу или на холодильнике, откуда та со временем опять же отправлялась в урну. В конце концов Лиля смирилась с тем, что ее день рождения в семье не празднуют. Хотя дни рождения остальных членов семьи отмечали матери или Игоря Станиславовича, обычно в кафе, оставив Лилю и Ваню у бабушки. Ванин день рождения аниматорами на детской площадке или, когда он немного подрос, в детском развлекательном центре. И только Лиля оставалась без праздника. Комната Вани находилась рядом с комнатой родителей, на втором этаже. Она была просторной и светлой. Мать заказала специальную детскую мебель, кровать в форме машинки, шкафчики и пуфы в тех же тонах, что и обои и шторы. В комнате было огромное количество всевозможных игрушек. Все, на что указывал мальчик пальцем, ему тут же покупали. К 1 классу Ване приобрели хороший сенсорный телефон. Лиля в то время все еще ходила с кнопочным старым аппаратом. Вопреки всему, Лиля хорошо училась. Девочка не посещала репетиторов. Игорь Станиславович считал, что это деньги на ветер. Кто хочет учиться,
Тут будет в любом случае учиться», — говорил он. Лиля мечтала уехать из этого дома. А еще она не хотела повторять судьбу матери. Она понимала, что Любовь Витальевна пытается наладить свою жизнь. Отчим согласился принять Лилию в свой дом, но любить ее он не обещал. Мать приняла это условие игры. Разве у нее был выбор? Она, конечно, могла снова вернуться к своим родителям. Лиля понимала, что для того, чтобы самой распоряжаться своей жизнью и ни от кого не зависеть, ей нужно встать на ноги. То есть получить образование, хорошую востребованную специальность и устроиться на нормальную работу. Это даст ей возможность снять квартиру и съехать от родителей, а в идеале чуть позже и купить собственное жилье. Поняла это Лиля рано, лет в 12, когда отчим ей в очередной раз указал ее место в их доме, обозвав приживалкой и халявщицей. Тогда Лиля попросила у матери новый телефон, потому что только у нее был старый кнопочный аппарат, и над ней из-за этого смеялся весь класс. Игорь Станиславович случайно услышал их разговор. «Я тебя и так кормлю, одеваю и обуваю!» — кричал он. «Телефон — это не вещь первой необходимости. Посмотрите-ка на нее. Смеются над ней. Принцесса! Переживешь как-нибудь? Ты мне вообще по гроб жизни признательна и благодарна должна быть за то, что я согласился тебя в мой дом привести. Могла бы сейчас обитать где-нибудь в интернате. Телефон ей подавай, неблагодарная!» Много гадостей выслушала тогда от него Лиля, а спустя полгода родители купили Ване его первый сенсорный телефон. Он ведь шел в 1 класс. Это повод. Как же ребенку без сенсорного телефона? Лиля купила себе первый телефон сама. Летом собирала ягоды в местном овощном хозяйстве. Ей тогда как раз исполнилось 14 лет. Ваня к сестре относился так же, как и его родители. Считал, что Лиля – это его личный обслуживающий персонал, что у нее нет прав, только обязанности. Когда Ване нужно было отвезти и забрать из бассейна, никто не спрашивал у Лили, сможет ли она это сделать. Это была ее прямая обязанность. Девочка делала с братом домашнее задание, она ведь хорошо училась и могла помочь Ване с уроками. Хочет ли она это делать? У нее опять же никто не спрашивал. Хотя Ваня и посещал репетиторов, учеба давалась ему непросто. Если мальчик жаловался на Лилю, то она обязательно оказывалась крайней. Родители не разбирались, кто виноват на самом деле. Наказывали всегда Лилю. «Ты пойдешь в техникум». Любовь Витальевна презрительно смотрела на дочь. «Ишь, чего надумала? Институт. А учить тебя 5 лет кто будет? Или у меня других забот нет?» «Мам, но у меня же может быть золотая медаль. Я очень хочу попробовать поступить в университет. Есть все шансы поступить на бюджет, мам!» Лиля чуть не плакала. «Тебе не придется тратить на меня деньги». «Нет», – безапелляционно заявила женщина. «Ты идешь в торговый техникум. Для продавцов всегда есть работа». Лиля в техникум действительно пошла. Другого выхода у нее не было. Только не в торговый, а в авиационно-транспортный. Находилось это учебное заведение в соседнем городе, что не могло не радовать Лилю. Шло время. Лиля училась, сдавала сессии, набиралась опыта. Летом она отправилась на практику-подработку. Техникум девушка окончила отлично, после чего поступила в авиационный институт, туда, куда и хотела изначально. Домой Лиля ездила очень редко, там ее не ждали. Жила она на стипендию и подработки. Иногда что-то ей на карту сбрасывала бабушка. Дед умер, и женщина жила одна. Чувствуя свою вину перед внучкой, старалась ей помочь. «Лиля, немедленно приезжай!» – заявила мать по телефону. Звонила она редко, поэтому девушка удивилась. «Что случилось?» – спросила она. «К чему такая срочность?» «Игорь Станиславович попал в аварию. Мне нужна твоя помощь», – безапелляционно проговорила женщина. «В смысле? Мам, у меня учеба. Сессия через месяц. Если нужно, я приеду, когда все сдам», – ответила Лиля.
Мне нужно сейчас!» — кричала Любовь Витальевна в трубку. «Я сама не справляюсь. Игорь лежит, не встает. Ему присмотр постоянный нужен, уход адекватный. Ваня дома сам. Нужно и еду приготовить, и убраться, и...» «Мам, Ивану 14 лет. Он сам может и убраться, и еду приготовить. У меня учеба, мам». Снова попыталась достучаться до матери Лиля. «Мне нужна твоя помощь. Я же не могу около Игоря находиться целыми днями». Не сдавалась мать. «Будешь меня сменять». «Мам, ты издеваешься? Сиделку найми. Я за твоим Игорем ухаживать не буду». Лиля поняла, наконец, что именно матери от нее нужно. «Он не хочет сиделку, не хочет, чтобы за ним ухаживал чужой человек. Стесняется он, понимаешь? Ты же знаешь, Игорь Станиславович, он такой. Ты ему не чужая. Он столько для тебя сделал. Вот ты и должна нам помочь, ответить добром за добро». «Добром за добро. Нет, мам, я вам ничего не должна, а уж Игорю Станиславовичу и подавно. Справляйтесь как-то без меня». Лиля приехала домой на каникулы. Игорь Станиславович теперь был прикован к инвалидной коляске и не отпускал мать ни на шаг. Его характер испортился еще больше. Он все время возмущался и ворчал. Иван сидел в своей комнате, слушал музыку в наушниках, а по вечерам уходил куда-то со своими друзьями. В школе все ждали, когда же он наконец окончит 9 класс и уйдет в техникум. Учиться мальчик не хотел, а мнение о себе был очень высокого. Денег в семье теперь не хватало. Игорь Станиславович, естественно, не мог больше работать. Любовь Витальевна не работала с тех самых пор, как родила Ваню. Жить им теперь приходилось на пенсию по инвалидности, которую получал отец семейства. Иван не привык себе в чем-то отказывать, поэтому дома часто возникали ссоры и скандалы. Парень хотел новый телефон, отец ему обещал на день рождения мотоцикл, а теперь все это стало нереальным. «Лучше бы ты разбился насмерть!» — крикнул он в порыве злости отцу. «Так бы мы хоть пенсию по утрате кормильца получали, страховку какую-то, а так, кому ты, инвалид, нужен теперь?» «Какие знакомые слова!» — подумала тогда Лиля. Она уехала обратно в город спустя пару дней. «Нет, мам, я не буду этого делать. Мы уже все обсудили. Извини, но это уже не мои проблемы. Я не знаю, как ты будешь выкручиваться. Это ваши проблемы, мам!» Лиля отключилась. Вздохнув, девушка присела на лавочку у подъезда. Она им больше ничего не должна. Лиля окончила институт. Все в ее жизни складывалось именно так, как она и планировала когда-то. Хорошая работа, квартира в ипотеку. Лиля достигла этого сама, своими силами, вопреки, а не благодаря родителям. Недавно умерла бабушка. Она написала завещание. Свой дом старушка завещала Лиле. Ведь именно Лиля ездила к ней в последнее время. Именно внучка пересылала деньги соседке, чтобы та помогала бабушке, покупала ей продукты и присматривала за ней. Как-то бабушка попросила Лилю приехать к ней на выходные. Внучка приехала. Она знала, что старушка скучает, ведь у матери и Ивана не было времени, чтобы проведать пожилую женщину. По крайней мере, так они говорили. Бабушка с внучкой долго разговаривали, пили чай на улице в беседке. Вечером бабушка ушла в свою комнату и легла спать. Утром Лиля нашла ее мертвой. Старушка тихо ушла во сне. Теперь мать требовала от дочери, чтобы та отдала 2/3 денег, вырученных за бабушкиных дом. «Мы одна семья», — говорила Любовь Витальевна. «Ты же знаешь, как нам нужны сейчас деньги. Иван снова машину разбил. Отец ему не разрешает на ней ездить. Но тому разве докажешь? Хорошо, если бы только свою. Так ведь и в чужую въехал. Нам деньги срочно нужны. Брата посадить могут. Ты должна все разделить по справедливости». «Мам, я тебе ничего не должна. Если бабушка так распорядилась, то значит так было нужно. Я ипотеку как раз выплачу с помощью этих денег. А Иван? Он мог бы работать пойти, а не в интернете днями сидеть и с друзьями шататься.
Да и ты тоже, для разнообразия. Так нет же, вам все время все должны. Я эти деньги потрачу так, как считаю нужным, а вы тратьте свои. Ты неблагодарная, кричала в трубку Любовь Витальевна. Мы столько для тебя сделали, за добро нужно платить добром. Спасибо, мама, грустно улыбнулась Лиля. Дальше я как-нибудь сама. За добро нужно платить добром, а за зло по справедливости.